Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, как они влияют на рынок и какие движения ожидать сегодня на рынке по рублю, доллару, нефти и другим ключевым активам. Так, давайте начнем с календаря событий, что за сегодня у нас произошло. Так, ну вот 16:30 вышли позитивные данные по заказам базовых товаров США. Базовые товары длительного пользования. То есть, если этот показатель растет, соответственно, у людей позитивные ожидания относительно их доходов и того, что будет происходить. Вот. Но есть здесь один момент не очень приятный, который связан с ВВП Соединенных Штатов. Он вышел на 1% меньше, чем прогнозировалось. Но здесь ВВП квартал к кварталу, на самом деле, если рассматривать за год, то снижение за год ВВП минус 3,5%. Почему вот такое снижение, оно, в общем-то, достаточно тревожный звонок? Потому что был прогноз, значение вышло прогноза. Разумеется, вот это значение во всех странах мира, когда его рассчитывают, там определенные методики есть, которые позволяют, в силу, разумеется, там интервала достоверности результата, каким-то образом это значение немножко корректировать. То есть, вот то, что оно получилось меньше этого значения, это говорит о том, что дела, скажем, прямо идут не айс в данном конкретном случае. То есть, когда мы говорим, допустим, о каком-то одном индикаторе, например, объем розничной торговли или объем заказов на товар, здесь манипулировать сложно. Здесь вот этот показатель, он имеет очень сложный расчет, определенную погрешность на каждом этапе и в конце, и, соответственно, здесь, скажем так, если не вышли на то значение, которое было спрогнозировано, это говорит о том, что там реально есть какие-то проблемы. Вот, потому что это сложный показатель. Так, далее число первичных заявок на получение по безработице. Оно вышло сегодня позитивное, но смотрите, вот этот момент, он достаточно, с одной стороны, сильно влияет на то, что происходит на рынках, с другой стороны, он имеет массу факторов, которые его могут искажать. Он зависит от настроения людей, от сентимента. То есть какие-то моменты, помимо того, что там будут праздники, может быть, просто исходя из там каких-то климатических изменений или каких-то массовых, культурных, психологических изменений, которые в текущем мире происходят достаточно быстро, люди начинают менее активно, более активно искать работу по найму. И поэтому вот этот показатель, он может быть вполне видоизменен не в пользу реального положения дел. Вот. Тем более вот этот показатель, в прошлый раз он получился завышенный, то есть выскочили, поэтому прогноз сделали более высоким, и реальное значение, разумеется, получилось меньше того, что прогнозировалось. Поэтому вот этот показатель в данном случае, мне кажется, он не в таком объеме отображает то, что происходит в американской экономике, как то, что по ВВП вышло, и то, что вышло по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Да, вот объем заказа товаров длительного пользования вышел достаточно позитивный, больше ожиданий, но тем не менее, то есть реально вот сжатая пружина, которая скрывается в экономике, с моей точки зрения, сейчас это вот эти два показателя. Потому что ВВП, значит, не восстанавливается так, как надо, это плохо. Да, сейчас вроде бы коронавирус отступает, вакцинирование ускоряется, все больше и больше холодильников разъезжается по миру и Соединенным Штатам, которые везут вакцины. Вот. Но, тем не менее, то есть на текущий момент все не идет по плану, и мы видим из этого значения. Далее, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Вот это тоже тревожный звоночек, потому что здесь, получается, текущая ситуация, она таким образом развивается, что идет искривление доходности облигаций, и это негативным образом воздействует на рынок недвижимости. Также это негативным образом будет воздействовать и уже воздействует на emerging markets, на развивающиеся рынки. Так, и резюмируя то, что сегодня навыходило, оно, мне кажется, показывает, что реальное восстановление экономики США и, как следствие, мировой, оно идет не совсем по тому пути, как это было запланировано. Вот. Но на самом деле мы уже с этим сталкивались в конце 2020 года, там когда начали расходиться и прогноз
потребления нефти в конце года с реальным, и, соответственно, то, что по ВВП должно было выйти. То есть текущая ситуация указывает на то, что восстановление протекает замедленным образом, не так, как это изначально планировалось. Так, ну и текущая ситуация, она способствует тому, что в мире возрождается инфляция, но, к сожалению, эта инфляция, которая сейчас набирает обороты, она не несет в себе тот рост цен, который связан с тем, что больше производят товаров, услуг, а он связан с тем, что в ожидании того, что будет рост экономики, произошел рост сырья. Но мы это видим и по нефти, и по меди, и по железу. То есть вот из-за того, что все это начало расти, включая транспортные индексы типа Baltic Dry, ну и стоимость перевозки контейнеров, нефти, танкеров, это все ведет к тому, что вот этот рост инфляции, который произошел, он является так называемой нехорошей коричневой инфляцией, которая она раздувает стоимость товаров и услуг, составляющую которые связаны с сырьем. То есть на самом деле вот проблема инфляции, она уже возникла, и она в ближайшее время начнет очень существенно оказывать давление на восстановление мировой экономики. Ну и, собственно говоря, то, что Пауэлл выступал и всех убаюкивал по поводу того, что денег будет столько, сколько потребуется, это является как раз косвенным подтверждением того, что ситуация, вот именно связанная с инфляцией, она достаточно неблагоприятная. Так, друзья, далее SFD на S&P, американский фьючерс. Ну, смотрите, здесь вот сейчас ситуация начинает накаляться, он снижается. Сейчас уже тестируется 3860. Вот. Ну и на самом деле здесь некая лакмусовая бумажка, это 3830, 3820, мы о ней с вами говорили. Но сейчас тут немножко она расширилась, и она заканчивается на 3800. Вот по окончанию вот этой свечки. Вот. Соответственно, если будет движение и пробой этого диапазона, это будет означать, что действительно здесь что-то пошло не так, и мы начинаем существенно корректироваться. Поэтому, если все-таки пробой вот этот сейчас возникнет, это будет не очень хорошо. Сейчас 20:07 по Москве. Судя по тому, как вот это движение произошло, достаточно высока вероятность, что вот с этого диапазона здесь будет проторговка и отскок. Вот. Ну, если этого не будет, тогда план Б и тестирование пробой 3830, 3820. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм тоже беру. Смотрите, здесь есть такой момент. Сегодня он выполнил ту цель, которая у него какое-то время назад была заложена. Поэтому, что здесь критично? Критично то, чтобы закрытие сегодня, завтра и этой недели, оно было бы не выше, чем 90. Вот если мы возвращаемся в диапазон 90 и далее, то вот это все движение, оно придет к росту индекса доллара и, соответственно, риск off. Так, ну вот это 4-часовой график, здесь произошел разворот, ждем, как будет отражено движение 90. Если будет не отражено, то это совсем не айс. Так, друзья, ну вот вчера обсуждали такой момент, что там аналитики JP Morgan предрекают, что будет рост за счет схлопывания волатильности. Но вот сегодня VIX, дневной таймфрейм, он достаточно хорошо, достаточно мощно растет. Вот уже тестировали 25. Ну и, соответственно, здесь ключевой уровень это 27. Если доходим и пробиваем, то тогда начинается на рынке очень сильный коррекционный откат. Если сейчас вот в этом диапазоне будет отбой и возврат в наторгованный диапазон 21,5-24, то ну покрутились, походили и ничего страшного не произошло. Пока не до конца ясно, к чему вот это развитие событий приведет. Будет, не будет пробой вот этого диапазона сегодня-завтра. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Сейчас развивается движение, цель его потестить 67,7. Соответственно, это движение не произойдет сегодня или завтра с утра, если в результате коррекционного отката будет пробитие диапазона 66,5-66,23. То есть, если вот этот диапазон сюда будет заход и пробой его хотя бы маленьким хвостиком, то отсюда развивается движение. Цель этого движения будет 65,3, ну или 65,75 вот сюда, вот в этот диапазон. Дальше посмотрим.
как будут развиваться события. С одной стороны, здесь есть определенные признаки разворота, с другой стороны, этот разворот был успешно выкуплен. Поэтому сейчас, если на рынках не состоится идеальный шторм, то все-таки, наверное, вот сюда вот подтянут, и отсюда, соответственно, пойдет коррекционный откат на вот эту нижнюю границу консолидации 66,6. Вот. Если все-таки этого движения не будет и не произойдет пробой вот этого диапазона, то здесь будет донабор позиций и повторное движение. Если сейчас этот диапазон будет пробит, то развивается поэтапное движение по нефти вот к этим целям. Так, друзья, далее золото, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, 1780 уровень не устоял. Я уже, вот когда он был пробит, я рассчитывал, что сейчас развернется движение на 1700. Вот, но здесь пошли крупные покупки. То есть кто-то здесь перехватил и начал его собирать. Вот, сейчас, соответственно, здесь идет набор позиций и попытка коррекционного отскока. Вот. На самом деле я бы сейчас золото не трогал, но я-то его не буду сегодня и завтра, по крайней мере с утра трогать, потому что вот они этот уровень, оно так и не потрогало. Вот если бы оно потрогало, я был бы уверен, что его можно купить. Но поскольку оно его не потрогало, я пока не до конца понимаю траекторию движения. То есть по логике вещей оно должно отскочить, и цель ее движения должна находиться где-то вот в районе 1795. Вот. Но только вопрос, насколько прямой будет этот маршрут. Пока как бы у меня под вопросом прямолинейность этого движения, и у меня все-таки есть такое ощущение, что будет еще попытка тестирования этого уровня. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, серебро позиции пока так или иначе держит. То есть оно себя чувствует гораздо увереннее золота. Вот. И поэтому, если не будет пробития 27,3 вот этого значения, то, соответственно, вот это все будет являться донабором позиций и будет движение, цель которого 28,4. Вот сюда вот сходить еще разочек. Если сейчас здесь пробой возникает 27,3, 27-25, то нас ожидает спуск, и цель этого спуска будет сходить на 26,2, 26,1, вот сюда, вот в это значение, в этот диапазон. Так, друзья, далее USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм, рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь вот сейчас идет движение, цель этого движения, сейчас часовик поставим. Первую цель вот эту мы сделали, соответственно, сейчас цель движения находится на 74,75, 74,8, вот сюда вот. Либо сегодня, либо завтра наиболее вероятно это движение все-таки состоится. В каком случае этот рост не продолжится? Он не продолжится, если сегодня будет пробой 74,1 и закрепление под этим значением. В этой ситуации весь этот рост сходит на нет, и, соответственно, мы увидим болтание в этом диапазоне. Но сейчас достаточно адекватная цена на нефть. Есть определенные разговоры по поводу санкций. Вот. Но я думаю, здесь в большей степени вот это движение, оно связано не с санкциями, оно связано с американским ВВП, который содержит в себе тайнопись о том, что мировая экономика плохо восстанавливается, и в ближайшее время она может, ну скажем так, не с такой скоростью восстановиться, как это заложено в росте на нефть и на другие товары и сырье. Это первый момент. И второй момент – американский долг, долговой рынок. Из-за тех изменений, которые происходят в процентных ставках, в кривых доходности, это оказывает давление на развивающиеся рынки, в том числе и на российский. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Евро-рубль не будем рассматривать, на вечерней сессии это не актуально с моей точки зрения из-за ликвидности. Так, далее часовой таймфрейм по РТС. Ну, смотрите, 144,5 пробили, и поэтому здесь открылась масса возможностей для движения сильно вниз. Вот, но я смотрю, здесь пошли покупки, сейчас 20.20 по Москве. Вот, и поэтому, если не будет повторного движения и пробития 143 300, 143 200, с учетом тех сделок, которые здесь я наблюдаю, вполне возможно, мы отсюда получим коррекционный отскок, цель которого будет движение на 145, 150, 145, 350, вот сюда, вот в эту область. Критерий этого движения не пробитие
вот этого диапазона, то есть остается цена консолидироваться здесь, в этой области. Если наступает пробой, там движение будет на 141 тысячу, по-моему, или 140 500. Вот. Но пока как бы вот здесь есть все основания для того, чтобы произошла консолидация и отсюда возник отскок. Так, друзья, ну и вот по поводу движения в акциях. Вот я сегодня в телеграм-канале размещал посты по Аэрофлоту, там онлайн-мониторинг по доллару, евро, золоту, по норильскому никелю, что и как. И вот НЛ там подписчик попросил проанализировать. Если интересно, можете зайти посмотреть, но пересказывать смысла не вижу. В общем-то все, основные ключевые моменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, пальчик вверх и подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube, на телеграм-канал. Все, удачных торгов, счастливо!